Когда я отправился отдавать очередной долг родине, служить срочную в рядах советской армии, на пересыльном пункте познакомился с Олегом, таким же новобранцем, как сам. Мы были земляками, к тому же попали в одну команду, а потом и в одну учебку. Еще по дороге к месту службы во время обмена воспоминаниями о последних летних днях, проведенных на гражданке, Олежка рассказал жутковатую историю. Случилось все, когда он гостил у своей бабушки в деревне, где-то на одном из волжских речных притоков. Там основным развлечением у парня была рыбалка. Пусть до этого и не слыл заядлым удильщиком, но в связи с отсутствием особого разнообразия деревенского досуга пристрастился. За месяц, проведенный у бабушки, облазил все берега речки, что протекала рядом. И хоть места были довольно рыбные, душа требовала новых открытий. А тут как-то бабушка проговорилась, что километров за 20 в одну сторону есть озеро, в котором карасей хоть ковшом черпай. Раньше наши деревенские мужики часто туда выбирались, даже с ночевками. Только потом стало нехорошее происходить. То утонет кто из них, то просто без следа пропадет. Уедет рыбачить, и поминай, как звали. Недалеко от этого озера деревня старинная стоит, Ольховка. Да жителей в ней уже подикость не осталось. Поразъехались, да поумирали. Раньше мимо той деревни речка текла, тоже Ольховка, но потом пересохла. Вот народ и стал в другие места перебираться. Теперь в те края и наши стали дорогу забывать. Далеко, да и страшаться. Мы ж деревенские суеверные. А ты, Олежка, городской, тебе нечего трухать. Садись на дедов велик и айда. Только выезжай пораньше, чтобы засветло вернуться. Ну, на всякий случай. Олега очень заинтересовал бабушкин рассказ. Вот оно, то, что давно душа просила. Новые места разведать, да еще и рыбные, если бабушка не преувеличивает. Правда, 20 километров далековато, но на велосипеде вполне можно за пару часов одолеть такой путь. Бабуля описала по памяти маршрут. Сначала по проселочной дороге через колхозные поля, никуда не сворачивая, затем проехать ту самую деревню Ольховку, после небольшой лесок, а там уже и само озеро, полное карасей. Выдвигаться Олег собирался с утра, но помешала непогода. Мокнуть на велике 2 часа под дождем не очень прельщало, поэтому не поехал. Но зато с обеда разыгралась такая погода, что устоять было невозможно. На небе ни облачка, солнышко ярко светит, птички поют. Не выдержал рыбачок, прикрепил к велосипедной раме удилища и запрыгнул в седло видавшего виды Урала. Бабушка была отговаривать, куда там. Подняв столб дорожной пыли и крикнув «Я быстро!», Олег погнал велик в сторону заветного озера. Как и обещала бабуля, дорога петляла сквозь пшеничные да ржаные поля. Хоть не ровная, не наезженная, зато широкая, на грузовике можно проехать. Парень без устали крутил педали, стараясь поспеть к вечернему клёву. За 1,5 часа пути не встретил ни одной машины или пешего путника. С одной стороны, это настораживало слегка, но с другой вселяло надежду, значит, правда места малолюдные. И рыбы в озере должно быть очень много. Эх, порыбачу. Наконец вдали показались убогие деревянные строения. Наверное, та самая Ольховка, о которой бабушка рассказывала. И точно, дорога вела прямиком к домам. Олег радовался, что все складывалось как надо, и он не запутался среди бескрайних полей. Подъезжая к деревне, обратил внимание на крайний дом. Даже, можно сказать, домище в 4 этажа. Он резко выделялся на фоне остальных приземистых одноэтажных избушек, к тому же был совершенно черный от времени и смотрелся немного зловеще. Издали странный дом смахивал на пирамиду, сужаясь к верхнему этажу. Проезжая мимо почерневшего домины, Олежка невольно притормозил, внимательно его рассматривая. Снаружи непонятно было, живут там люди или нет, хотя все стекла на окнах целы, и к массивным, слегка покосившимся воротам протоптана дорожка. От дома словно веяло каким-то неживым холодом. Поежившись, парень порулил на верном дедовом велике дальше по деревенской улице, осматриваясь по сторонам. Действительно, бабуля оказалась права, жителей нет, даже собаки не тявкают. Несмотря на ясный солнечный день, на Олежку накатило какое-то странное тревожное чувство. Дорога в деревне почему-то была гораздо хуже, чем в полях. Кое-где ее перегораживали огромные глубокие лужи. Их по-хорошему надо было бы обойти по обочине, спешившись, но Олегу от чего-то крайне не хотелось останавливаться и слезать с велосипеда, поэтому лужу он брал с разгона, рискуя провалиться колесом в невидимую под водой ямину. Но все обошлось благополучно. Вот, наконец, показались последние дома неуютного поселения. Самый крайний домишко, на отшибе, возвышается на пригорке у дороги. Рядом березка склонилась. Под ней деревянная ловчонка утонула в траве, а на ловчонке... Олежка аж вздрогнул от неожиданности. Бабушка, старая-старая, божий одуванчик сидит.
Сидит, улыбается, блаженной такой улыбкой, и на Олега неотрывно смотрит. Значит, обитаемая все же деревенька-то. Проезжая мимо, но все же так же не останавливаясь, парень крикнул: «Здравствуйте!». Но старушка никак не отреагировала, лишь молча ему вслед головенку в платочке повернула. Олег прямо лопатками чувствовал ее пристальный взгляд. Ноги сами ускорили педальные обороты, стараясь побыстрее унести хозяина от этого непонятного места. Отъехав на приличное расстояние, парень все же оглянулся. К своему удивлению увидел, что бабулька сошла со своей насиженной лавочки и стоит прямо на дороге, маша платочком ему вслед. Вскоре посреди показался большой колок, участок среди пшеничного поля, поросший березами и осинами. Дорога пролегала прямо через него. Заехав под тень деревьев, Олег понял, что здесь располагается деревенское кладбище, сейчас уже давно заброшенное и никем не посещаемое. Из высокой густой травы по обеим сторонам тропки торчали почерневшие и покосившиеся кресты да памятники. Густые кроны деревьев почти полностью скрывали солнечные лучи, и парню показалось, что резко наступил вечер. В какой-то момент даже мелькнула мысль, что зряшной была вся эта затея с рыбалкой на далеком озере. Но через несколько минут он вновь выехал в поле на солнечный свет и воспрял духом. А еще спустя четверть часа торопливо разматывал удочки на берегу живописнейшего лесного озера в предвкушении незабываемого клёва. Клёв и правда оказался незабываемым. Таких огромных карасей Олежка раньше видел только на рынке. Подсачек у него с собой не было, из-за этого часто рвалась леска, оставляя в глубине очередного гиганта. Хорошо, что запасные крючки с грузилами имелись в достатке. Забыв про все на свете, рыбак в восторге суетился на берегу, едва успевая вытаскивать блестящих крупной чешуей красавцев, да то и дело восстанавливая порванную снасть. Опомнился, когда солнце стало уже скрываться за верхушками деревьев. А еще обратно добираться не меньше 2 часов. Причем не развалившись в удобном автомобильном кресле, а в жестком велосипедном седле и обдуваемым всеми ветрами. Поняв, что задержался уже сверх всякой меры, парень хоть и с большим сожалением стал сматывать удочки. Пойманную рыбу тоже было невозможно все увести, поэтому, оставив с десяток самых крупных карасей, остальных выпустил обратно в озеро. Пакет с уловом тоже закрепил сзади на багажнике и, не теряя драгоценного времени, тронулся в обратный путь. Уставший, но счастливый. Сейчас главное успеть до темноты миновать это неприятное кладбище и заброшенную деревню с ее лужами, а там по полю катить одно удовольствие. Но его планам не суждено было сбыться. Когда Олежка, внутренне поеживаясь от жутковатого места, въехал в колок с могилами, по закону подлости спустило заднее колесо, а впереди еще почти 20 километров. На спущенном никак не доехать. Поневоле пришлось останавливаться и производить ремонтные работы. Хорошо, что все нужное для этого находилось в велосипедной сумочке, болтавшейся под сиденьем, и ручной насос закреплен на раме, слава богу. Стараясь не смотреть в темные кусты, окружавшие со всех сторон, парень принялся за разбортовку шины и заклейку камеры. Работу сильно усложняла быстро сгущающаяся темнота и вконец озверевшее комарье, которого здесь, под тенью деревьев, была тьма тьмущая. Но Олежка стойко терпел кровососов, так как больше его напрягали безмолвные соседи, покоившиеся глубоко под землей многие-многие годы. В этом темном перелеске, наполненном ржавыми крестами, ожившие мертвецы уже почему-то не казались глупой детской выдумкой. Наконец, он закончил ремонт и торопливо стал закреплять пакет с рыбой на багажнике, но тот вдруг опрокинулся, и все еще живые караси зашлепали хвостами по земле. В спешке Олег скидал их обратно вместе с травой и дорожным мусором, завязал пакет покрепче и, вскочив в седло, погнал со всей скоростью прочь, подальше от жуткого погоста. Выехав на луговой простор, вздохнул с облегчением. В открытом поле было еще достаточно светло, хоть он и потерял много времени, починяя колесо. На ходу не останавливаясь, парень оглянулся, чтобы посмотреть, как держит воздух отремонтированная шина, и чуть не грохнулся с велосипеда. Сзади, на багажнике, сидел мальчик, лет 6-7, светловолосый с чумазым личиком. Он крепко держался грязными ручонками за раму и молча глядел на опешившего Олега. Откуда мальчуган взялся поздним вечером посреди полей вдали от жилья? И когда успел забраться на багажник? Обескураженный, Олег остановил велосипед. Не слезая, спросил у неожиданного пассажира: «Ты кто, пацан? Откуда взялся? Как тебя зовут хоть?» Но мальчик продолжал молча таращиться, не покидая своего места. «Ты из Ольховки, что ли?» – догадался Олег. В ответ пацанёнок еле заметно кивнул. «Ладно, болтать нет времени. Довезу тебя до твоей деревни».
Ты там держись, только крепче. Поедем быстро». С этими словами парень водрузился в седло и, ускоряясь, насколько позволяли ухабы, помчал по дороге. В пути пытался разговорить пацана. Спрашивал о родителях, учебе, с кем живет, но тот молчал как партизан, за все время не проронив ни слова. Наконец подкатили к селу. Вон и береза, склонившаяся над дорогой, лавочка под ней, пустая. Ушла бабуся. И то дело, время близится к полуночи. Поди уже на своей печи 10-й сон видит. Заехали в деревню. Старые избы стоят, темные, ни огонька вдоль всей улицы. Олег опять спрашивает через плечо: «Ты в каком доме живешь?» Тишина в ответ. Оглянулся назад. На багажнике нет никого. И пакета с рыбой тоже. Вот тена. Подвез называется. Сделал доброе дело. Ну а что хотел? Как говорится, не делай добра. Где теперь его сорванца в этой темноте искать? Ладно, бог с ней, с рыбой. Домой бы уже поскорее добраться. Чертыхаясь и матерясь на свою доверчивость, а заодно на деревенские лужи, доехал до противоположного края села. Опять как днем в полной тишине, ни один шарик даже не гавкнул. Вот и знакомый дом пирамида возвышается черным мрачным силуэтом на фоне ночного неба. Но одно маленькое оконце на самом верхнем этаже светится, значит, все-таки жилье обитаемо. Да, что-то ненамного легче стало от того. Ладно, еще 100 метров и прощай, деревня Ольховка, будь она неладна. И в этот момент у парня кровь застыла в жилах от ужаса. Со двора черного дома заржал конь. В ночной тишине это было столь звучно и неожиданно, что Олег едва не свалился с велосипеда. Тут же раздался частый топот копыт, словно лошадь закружила по двору. В темноте и за высоким забором ничего нельзя было увидеть. Конь метался, будто хотел вырваться на улицу. Лошадь вполне мирное животное, но от чего-то парня обуял страх. Едва не срывая с шестерен велосипедную цепь, он понесся прочь от пугающего дома и всей этой чертовой деревни. Было уже плевать, спустило колесо или нет. Не жаль было исчезнувшего улова, одна лишь мысль гнала вперед: поскорее унести отсюда ноги. В дорожную яму Олег тоже не попал, хоть несся, не разбирая пути. Когда же окончательно выбился из сил, поневоле замедлил гонку, прислушался. Было тихо. Ни один звук не нарушил полуночную тишь. И вдруг далеко сзади послышался едва различимый стук. С каждой секундой дробный стук становился громче и громче. Вновь охваченный паникой, парень догадался, что это топот копыт. Совсем потеряв самообладание, погнал велосипед дальше, пытаясь оторваться от неизвестного преследователя. Свернуть с дороги нет никакой возможности. По обеим сторонам пашня, тут же увязнешь в мягкой земле. Оставалось одно — надеяться на то, что жуткий всадник отстанет или вовсе прекратит безудержную гонку. Но вопреки слабой надежде, к нарастающему ужасу парня, топот неумолимо приближался. Каждый удар мощных копыт о землю отдавался в мозгу. Когда прямо за спиной послышалось фыркающее лошадиное дыхание, Олежка резко крутанул руль вправо и кувырком полетел с перевернувшегося лесопеда в пшеничные колосья. Конь, как ветер, промчался мимо и скрылся в темноте. Но парень все же успел заметить, что лошадь была без наездника. Полежав немного, Олег встал и вытащил велик на дорогу. Вместо переднего колеса красовалась безнадежная восьмерка. Он попытался выправить обод, потерял несколько спиц, но толку не добился. Ехать на искорёженном Урале было невозможно. Подняв его за руль, он пошел пешком, ведя хромоногий лесопед рядом. Сколько прошел Олег, не считал, но неожиданно впереди из темноты вновь донесся стук копыт. Хотел уже было нырнуть в спасительное поле, как вдруг различил человеческие голоса. Потом разглядел мигающий луч фонарика, пронзающий непроглядную мглу. Подождал немного, еще сомневаясь и прислушиваясь. Нет, ошибки быть не может. Кто-то на телеге едет. И парень поспешил навстречу. Это оказались бабушкины соседи из села. Обеспокоенная долгим отсутствием внучика, подняла сельчан на поиски. Хорошо, дорога одна, так что не разминулись. Когда уже сидя в телеге под смех деревенских, Олег рассказывал о своих приключениях, оказалось, что никакого коня, скачущего галопом по дороге, они и в глаза не видели. Но уже дома Олежка заметил, как бабушка взволнована. Особенно напугал ее рассказ про мальчика, который появился сразу после кладбища. Когда же услыхала про рассыпавшихся из пакета, а после пропавших карасей, и вовсе давая осенять себя и внучка крестным знаменем. Даже следующим днем долго еще выговаривала Олегу: нельзя никогда ничего забирать с погоста. Даже если уронил невзначай там денежку или что-то ценное, оставь. Не подымай с земли от беды.
На этом сослуживец свою историю закончил. И я наверняка бы ее вскоре забыл, но спустя всего месяц-два нашей службы в учебке в одном из нарядов по кухне Олега легнула лошадь. Прямо в лоб угодила курсанту копытом. В тяжелейшем состоянии парень попал в окружной госпиталь, откуда вскоре был комиссован. Выжил он или нет, неизвестно.